День 1606. Алекс на связи. И есть много любителей устройств от Apple. Я и сам предпочитаю использовать планшеты от Apple, чем от других производителей. И причин тому, конечно, очень много. Они все разные, у каждого свои. Но если в умном доме все-таки есть такие устройства, то нужно с ними что-то делать и как-то их использовать. Голосовые ассистенты от Apple, конечно, не очень удобны. У нас таких колонок практически не покупают. И, в принципе, проблема в том, что изначально, конечно, Siri гораздо хуже понимала, чем тот же ассистент от Яндекса. И, конечно, сейчас даже, в принципе, мне не так нравится, как работает Siri, например. Поэтому все-таки хочется строить систему так, чтобы голосовой ассистент хорошо понимал и не надо было придумывать какие-то определенные фразы для этого. Голосовые ассистенты от Apple у нас не так популярны. Конечно, больше покупают колонки от Яндекса, и у меня, в принципе, есть несколько станций от Яндекса. И, конечно, Siri изначально гораздо хуже понимала русский язык, и в принципе, ее ответы, они сейчас даже как бы не всегда какие-то адекватные, и, в принципе, управление через Siri тоже какое-то не очень удобное. И, конечно, в этом плане все-таки Яндекс гораздо более лучше настроен, ориентирован и на русский язык, и можно говорить гораздо свободнее, и колонки гораздо лучше понимают. Все-таки, конечно, Siri больше ориентирован на английский язык изначально, но и поскольку все-таки они продаются по всему миру, наверное, в большем количестве, чем Яндекс колонки, поэтому все-таки качество поддержки русского языка от них ждать, наверное, не стоит. Многие производители, конечно, стремятся поддерживать экосистему от Apple, но, в принципе, это довольно дорого получается сертифицировать устройство. И, например, у Xiaomi сами устройства в основном не поддерживаются, и не поддерживается их работа через Apple. И TUI, в принципе, не работает через Apple. Но у Xiaomi есть отдельный суббренд Takara, который, конечно, ориентирован в первую очередь на иностранный рынок. И как раз в нем предусмотрена интеграция и шлюзы Takara. В основном они, конечно, интегрируются с HomeKit, и можно туда все устройства пробросить и управлять ими через Siri или просто с помощью iPhone или iPad. У меня используются два iPad, они по сути сейчас работают как дашборды умного дома, потому что они уже не очень новые, да и в принципе больше, наверное, на них что-то связанное с системой умного дома сделать не получится. Но я пытался так, чтобы подключить использование Siri. Для этого нужно, соответственно, было пробросить в HomeKit на этих iPad'ах все устройства из системы умного дома. И тогда Siri может давать команду и управлять этими устройствами с этих iPad'ов. Но сам iPad слышит не очень хорошо, то есть нужно находиться достаточно близко к нему и говорить громко, чтобы он, соответственно, сработал. И, например, уже там с некоторого расстояния, там 2 метров, уже, в принципе, он не распознает команду, и нужно подходить вплотную к нему. Это неудобно, я поэтому попробовал. Но мне и ответы, в принципе, Siri не очень понятны, и она как-то реагирует не всегда корректно на команды и выполняет действия неправильно, и поэтому я эту функцию фактически не стал использовать, поскольку все-таки у меня в основном это использование ориентировано на Яндекс.Колонки. Конечно, в экосистеме Apple рекламируется так, чтобы
можно было использовать эти устройства, подключенные, соответственно там, определенному телефону или iPad или Apple TV, например, и тогда можно будет просто управлять локально без использования каких-то облаков, и это в принципе работает, но на самом деле большого смысла в этом нету, и если в принципе все работает и интернет работает, то, конечно, такие функции особо и не нужны. На скорость они, конечно, влияют, но, например, если использовать какой-нибудь Zigbee, то, конечно, он, в принципе, и так будет работать локально. Допустим, шлюз Акара, он и так выполняет команды локально, без использования облаков. Если нужно какие-то более сложные сценарии выполнять, то только в этом случае обращается к облаку, и, соответственно, может быть некоторая задержка. Сам интерфейс Apple HomeKit не очень удобен. Там, конечно, говорят, что прямо весь такой user-friendly, но на самом деле там он достаточно однообразен. Сейчас, например, в приложении Яндекса «Умный дом» там очень похоже сделано. Конечно, видимо, они все равно делают так, чтобы немножко отличалось, но общая логика – это разделение устройств по комнатам, по типам устройств, по группам каким-то. Это, конечно, и можно и в HomeKit сделать, и, соответственно, и в других экосистемах. В принципе, это сейчас поддерживается, поэтому сказать, что это какое-то прямо преимущество у Apple нельзя. С точки зрения написания сценариев тоже там постепенно развивают эту тему, то есть появляются разные варианты написания этих сценариев, но я не думаю, что какое-то прям серьезное использование в реальном умном доме будет полезно. Все равно, например, Яндекс развивается сейчас гораздо динамичней, и способов написания там тоже достаточно много. И если все-таки использовать разные устройства разных производителей, а не только которые поддерживают HomeKit, то гораздо будет удобнее написать сценарий, например, в другой экосистеме, чем непосредственно это делать на Apple. Ну и для того, чтобы в HomeKit прокинуть какие-то устройства, которые не поддерживаются по умолчанию, можно использовать, например, интеграцию в Home Assistant. Она, в принципе, работает неплохо. Может прокидывать и датчики, и устройства, и камеры. И, в принципе, это все будет работать вполне надежно и даже срабатывать достаточно быстро. Но сама настройка, она, конечно, не очень проста. То есть нужно отдельно установить специальный модуль интеграции, а потом в нем есть два варианта режима подключения к HomeKit. Это использовать Home Assistant как мост, то есть он фактически появится как некоторый шлюз в HomeKit, и дальше все устройства будут через него туда проброшены. Но получается так, что пробрасывается очень много устройств, ну, фактически все из Home Assistant. И если их там, как у меня, допустим, штук 30, и причем это еще разные датчики могут быть, и разные, например, выключатель трехкнопочный представлен как три разных выключателя, и нужно будет потом сидеть и очень долго. Я последний раз, когда делал там 50 устройств, мне приходилось отдельно их растаскивать, там уже настраивать в HomeKit по разным комнатам, потому что как-то комнаты не передались в HomeKit. Указывать, что да, я собираюсь это устройство использовать, как бы фактически его активировать в HomeKit вручную, что, конечно, очень много времени занимает, и любая перенастройка устройства тоже будет, нужно будет это повторять. И причем, если, например, устройство перестало поддерживаться в Home Assistant, ну, например, я его там отключил, переключил, переподключил или как-то еще изменил
то в HomeKit он не появится и не изменится. И нужно будет вручную удалять, конечно, все эти недействующие устройства, что совсем непросто и отнимает реально очень много времени на эту настройку. Есть второй режим, он, конечно, в этом плане слегка поудобнее, то есть можно выбрать отдельно не как мост, а каждое устройство вручную выбирать и говорить, что это устройство должно появиться в экосистеме Apple, но тогда они тоже, в принципе, неплохо работают, тоже все параметры этих устройств тоже появляются, но тогда нужно будет, во-первых, и в Home Assistant указывать вручную, что это устройство нужно передать, и дальше в HomeKit каждое устройство отдельно подключать, вводить в код этого устройства. В общем, это очень долгая и нудная операция, и мне даже 10 устройств до сих пор я не смог туда перевести все, потому что несколько раз переустанавливал Home Assistant, перенастраивал, и эту интеграцию нужно было снова полностью переподключать, что очень трудоемко. Поэтому они сейчас просто у меня висят, ожидают сопряжения с HomeKit, но, наверное, я никогда не доберусь до этой настройки, потому что смысла в этом вообще никакого нет. Ну и, конечно, есть энтузиасты, которые полностью пытаются строить на экосистеме Apple. Наверное, где-то за границей это вполне осознанный выбор, и действительно можно ориентироваться на это решение. Но у нас все-таки, конечно, это будет довольно сложно, и все-таки есть другие решения для умного дома, более удобные.